дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Сегодня по многочисленным просьбам я покажу, как можно вязать вот такие коврики. Не квадратные, а прямоугольные. У всех у нас накапливается всегда много ниточек разных отходов. И их можно использовать именно для таких случаев. Для примера я возьму такую не квадратную коробочку от теней, да, и на этом формате покажу, как можно вязать такие коврики. Крючок я взяла 3,5. Кстати, крючки вот эти у меня заказаны на Алиэкспресс. Очень удобные в работе. Кому интересно, оставлю ссылочку. Берем ниточки примерно такого же диаметра, как крючок. Крючок может быть чуть больше, чтобы удобно было вязать. И начинаем набирать цепочку. Первая петля, заводим крючок за нить, перекручиваем, придерживаем пальчиками, берем рабочую нить, пропускаем в петлю. Это первая петля. И теперь цепочка из воздушных петель. Длиной я буду вязать по длинной стороне коробочки. Сейчас объясню зачем. Но вы можете просто в сантиметрах измерить разницу. Нам нужна разница двух сторон. То есть от этой стороны отнимаем меньшую и набираем такое количество петель в цепочку. Так, вот будем считать, что я ее провязала. Теперь я распущу до вот эту вот величину, которая по короткой стороне, я ее распускаю. То есть это получилась разница двух сторон. Ну, вы можете в сантиметрах, допустим, 10 минус 5 равно 5. Значит, набираем ровно 5 сантиметров цепочку из воздушных петелек. И так начинаем вязать по 2 столбика в одно отверстие через одно. Через одно отверстие выполняем по 2 столбика. Значит, первый столбик — это 3 воздушные петельки. Между столбиками у нас должна быть одна воздушная петля. Выполняем 4-ю. И теперь вот в это отверстие, в 5-е, выполняем столбик с одним накидом. Пропускаем одну петельку, в следующую выполняем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля между столбиками. И сюда же выполняем вторую. Так, следующий через одну, во вторую столбик, одна воздушная, столбик. Так. Пропускаем одну петельку в следующую, снова выполняем такую же галочку из двух воздушных, из двух столбиков с одним накидом. Между ними одна воздушная петля. И последняя остается у нас. Одна сторона у нас провязана. Получилось 5 галочек, да? Значит, сейчас мы выполним поворот. Следующую сторону будем вязать, поэтому выполняем на уголок 2 воздушные петельки. И в это же отверстие, в последнюю петельку цепочкой, выполняем 4 столбика с одним накидом. Ну, выполним 2 галочки, да? Первый столбик. Первый столбик.
одна воздушная, второй столбик, это первая галочка, и второй столбик, вернее вторая галочка, первый столбик, одна воздушная, столбик. То есть мы выполнили 2 галочки для короткой стороны и поворот. Снова поворот, это 2 воздушные петельки. И в это же отверстие снова выполняем галочки. Это будет первая между ними. Не забываем делать одну воздушную петлю между столбиками. Так, ну и также мы в каждый, где прикреплялись галочки для этой стороны, вот в эти отверстия выполняем такие же столбики, да? То есть вот так раз, одна воздушная, второй. Так, теперь в этот. Последний. Так, делаем поворот. То есть галочки провязали, да? Делаем поворот из 2 воздушных петель. И последнюю также сюда выполним 4 столбика. Или 2 галочки, да? Первая. И вторая. И поворот, 2 воздушные петельки. Прикреплять будем вот сюда. На последнем шаге меняем ниточку, да? Поэтому я прикрепляю здесь, значит, у нас 2 воздушные петельки для поворота. И я сразу же увожу в первую галочку другой цвет и прикрепляю таким образом. Раз, два, три для подъема, одна воздушная между столбиками и второй столбик в эту же галочку. Ну а далее мы выполняем в каждую галочку такие же галочки, да? То есть прямо в это отверстие между 2 столбиками. Столбик с одним накидом, одна воздушная петля, столбик с одним накидом в это же отверстие. Вот. Такими галочками будем вязать. За счет этого получается зигзагообразный узор. Так. И в это отверстие на поворот мы выполняем по одной галочке для каждой стороны. То есть первая галочка — это столбик, воздушная петля, столбик. Снова выполняем 2 воздушные петли для поворота. И сюда же выполняем вторую галочку. Раз, два. Так, далее у нас получается 2 галочки для короткой стороны. Так.
Не забываем одну воздушную петельку между столбиками, чтобы галочка была более выраженная. На уголок тоже выполняем, как и здесь. Одна галочка, 2 воздушные петельки и еще одна галочка. Выполнили поворот, да? Далее по галочкам пошли выполнять такие же галочки. Сделали петли поворота и вторая галочка в то же самое отверстие. Последняя поворотная цепочка из 2 воздушных петелек и последняя галочка. Так, мы должны прикрепиться к следующей галочке, да? Вот так. И меняем нить. Поэтому, значит, я ввожу крючок в галку первую, да? И здесь меняю нить на другую. Опять цепочка. Ну, далее вяжем по той же схеме, да? Одна воздушная петелька снова и столбик в это же отверстие с одним накидом. Далее в каждую галочку дальше идем так. Ну, я думаю, принцип вы уже поняли. Сложного ничего нет. Обычные столбики с накидом. И таким образом вяжем до тех пор, пока не получим нужный размер.
поворот, 2 воздушные петельки и сюда же вторая галочка. То есть мы для каждой стороны здесь выполняем дополнительную галку, то есть для расширения полотна. Да? Вот так. Немножко волнится, но ничего страшного, это все выровняется, пропарится утюжком и все будет ровненько. Итак, проверяем. Значит, ну, за счет того, что размер небольшой, а нитки толстые, то получилось немножко больше. Но формат, заметьте, везде одинаково чуть больше, да? То есть мы вписались в тот размер, который нужно было вывязать. Вот и все, дорогие друзья. Я думаю, вам было все понятно. Если что, пишите, спрашивайте. Рада буду ответить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я благодарю всех своих подписчиков за то, что вы со мной. Всем всего доброго. До новых встреч на моем канале. До свидания.